Это небольшое видео, как можно сделать шапочку для декоративной кисточки. Такими кистями можно украсить, например, сумку. И я такую уже показывала в одном из своих видео. Привет, меня зовут Лилия. Саму кисточку я делаю из вот такой тесьмы с бахромой. Обычно бахрома бывает двух видов – из тонких крученых нитей или из вязаных нитей. Во втором случае нити бахромы потолще, но все равно остаются эластичными и мягкими. Тесьму скручиваю в тугую улитку, помогая себе пинцетом. Обрезанный конец тесьмы закрепляю ниткой ручными стежками. В итоге диаметр кисточки должен получиться примерно 17-20 мм. Чтобы сделать шапочку для кисти, подобрала стеклянные бусины 3 видов и бисер. Красные бусины диаметром 6 мм. Золотистые бусины – это конус 4 мм. Бордовые бусины 3 мм. И золотистый бисер номер 10×0, то есть это размер 2,3 мм. Собирать бусины буду на мононить. Это леска для бисера, и у меня она диаметром 0,2 мм. Иголку использую с тонким ушком, чтобы можно было свободно нанизывать на нее в первую очередь бисер. Такая леска не всегда свободно проходит в тонкое ушко, поэтому конец лески истончаю. Для этого зажимаю его в плоскогубцы и оттягиваю леску. Леска таким образом расплющивается и уже свободно проходит в ушко иглы. На конце завязываю узелок и закрепляю леску на кисточке на расстоянии примерно 2 см от верхнего края. Набираю цепочку из золотистых и больших красных бусин, чередуя их между собой. Всего в цепочке 7 красных и 7 золотистых бусин. Цепочку оборачиваю вокруг кисточки и замыкаю ее, проведя иглу через первую золотистую бусину. Нитка должна выходить из золотистой бусины. Если она по какой-то причине вышла у вас из красной бусины, то проведите иглу через рядом лежащую в цепочке золотистую бусину. Теперь набираю на иглу 2 золотистые бисерины, затем 1 золотистую бусину и потом опять 2 золотистые бисерины. Эта цепочка должна обогнуть большую красную бусину. Для этого иглу ввожу в следующую золотистую бусину, находящуюся слева, пропустив большую красную. Дальше я опять собираю цепочку из 4 бисерин и 1 золотистой бусины между ними по центру. Пропускаю красную бусину и провожу иглу через золотистую бусину рядом. И точно так повторяю, пока не замкнется ряд. С этого ряда я рекомендую сильно не затягивать нить. Достаточно просто подтягивать, но без усилий, иначе стеклянные бусины могут порезать леску и вся работа рассыпется. Чтобы попасть на следующий ряд, провожу иглу через 2 бисерины и золотистый конус. Дальше нанизываю на иглу большую красную бусину и иглу провожу через золотистый конус предыдущего ряда.
Затем опять одна большая красная бусина и иглу провожу через золотистый конус предыдущего ряда. И так продолжаю по всему ряду. Когда ряд закончен, повторяю предыдущий ряд из 4 бисерин и 1 конуса. Здесь я снова поднимаюсь через бисерины к золотому конусу, чтобы сделать ряд из красных бусин. И дальше продолжаю плести ряды поочередно. Последним должен быть ряд из цепочек бисера и конуса. Чтобы сделать самый последний ряд, также поднимаюсь через 2 бисеринки к золотистому конусу. И в этом ряду вместо больших красных бусин я набираю маленькие бордовые бусины. Последний ряд хорошо подтягиваю, чтобы бусины прилегли друг к другу, и делаю узелок. А верхний край плетения подшиваю кисточки. И вот так получилось. Для подвеса я взяла длинный пин, шапочку для бусины, колечко и подобрала большую золотистую бусину. Пин продеваю изнутри кисточки и вытягиваю кончик наверх. Нанизываю шапочку, затем бусину и добавляю красную бусину. А в конце навешиваю колечко. И вот такая кисточка-подвеска получается. Одно из главных преимуществ такой шапочки – это возможность сделать ее, исходя из вашей потребности, желания и вкуса, используя разного цвета бусины и бисер. Если вам понравился такой способ изготовления кисточки, не забудьте отметить это видео лайком. Это очень помогает развиваться моему каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.